Всем привет! Наконец-то сегодня я получил долгожданную посылку с Алиэкспресса. Заказывал на Черную пятницу 26 ноября вот такую портативную электростанцию. Ну, по сути, это большой пауэрбанк. Заказ оформил в магазине Drive Story. Там был немножко подешевле, чем в официальном магазине JK Fly. А это производитель именно JK Fly, достаточно известный производитель бустеров. Но я купил, конечно, немножко подешевле, с учетом всяких скидок, купонов и так далее. Вот. Заявлена мощность 300 Вт при выходе 220 вольт, чистый синус якобы. Емкость батареи при напряжении 3,7 вольта, если я не ошибаюсь. Подкупает то, что подробное описание по этой модели, хотя я в принципе не нашел отзывов. На YouTube не нашел ни одного отзыва по этой модели. В общем, можно сказать, что я купил эту портативную станцию на свой страх и риск, потому что отзывов нету. Это будет, наверное, мой первый отзыв по этой модели. Вот все режимы: вход, выход, вес. Но вот не хочется уже побыстрее вскрыть эту посылочку. Упаковка в целом целая. Вот, углы защищены вот такими специальными плотными уголками. Какой-то китаец отправил Джунг Лихуй. Я извиняюсь, или Лихуй. В общем, лучше не стало от этого произношения. Ну что, вскрываем. Вот такая упаковка. Что здесь написано? Выход сетевой, что-то какие-то устройства можно подключать. Здесь спецификация: оранжевый корпус, как я и заказывал. Здесь то же самое. Здесь значит, переменное напряжение 100, 120, 220, 50 на 60 Гц. Type-C PD режимы. Quick Charge, USB 1.2, выходы DC 60 Вт, прикуриватель, джамп-стартер, функция джамп-стартера и фонарик. Кстати говоря, здесь есть преобразователь для прикуривателя. Такой симпатичный корпус. Так. 220. Включение. Показывает 98%. Это вход для зарядки. Сюда можно подключать солнечную панель в том числе. Это два выхода на 12 вольт по 5 ампер, то есть 60 Вт мощность. Это вот подключается здесь бустер. Два USB обычных порта и Type-C PD мощностью, по-моему, 100 Вт. Так, что здесь еще? Это такой зарядник мобильный, ничего особенного, я думаю. Технические характеристики. Описание, в принципе, то же самое, что и на сайте. Здесь еще интересно есть. Вот этот вот разъемчик вот сюда втыкается, а это крокодилы цепляются к аккумулятору автомобиля, чтобы его заводить. Испытаем обязательно, прикольная штука. А это зарядное устройство, собственно говоря. Вот так оно должно работать. Посмотрим, что написано на блоке питания. Значит, входящее напряжение 100, 240 вольт, 50-60 Гц. Максимально 2,5 ампера. Выход 16,8 вольта. Постоянного тока 3 ампера. То есть 16,8 на 3 ампера, это получается, сюда будет заходить сколько, 60 Вт всего лишь? Нет,
будет заходить тогда, получается, 50 Ватт. Ну, то есть это достаточно слабое зарядное устройство, как мне кажется. Потому что это здесь емкость аккумулятора 296 Вт-час. Если заряжать 50 Ватт, ну это будет, ну, более 6 часов будет заряжаться. Ну, в общем, практика покажет. Тем более странно, что этот разъем для зарядки устройства, судя по описанию на сайте, вход рассчитан на мощность до 120 Ватт, напряжение от 5 до 24 вольт и сила тока до 5 ампер. Но рассмотрим этот аппарат поближе. Так, ну я уже назвал, значит, какие входы здесь на этой торцевой стороне. Посмотрим, что у нас здесь на выходе. Здесь у нас гнездо для прикуривателя, очень плотненькое, с подсветочкой. Очень плотно. Так, как оно работает? Очень яркий фонарик. Так, SOS режим, стробоскоп. Сверху здесь ручка такая резиновая. На вид все очень прочно выглядит, качественно. Корпус металлический, кстати говоря. Это металл. Оранжевая вот эта вот каемка пластиковая. Я тут немного побаловался и узнал, как работает вот эта кнопка включения. Вот она включилась. Режим выход DC. На прикуриватель нажимаем один раз. Идет DC output. Нажимаем, значит, выход на прикуриватель. Нажимаем кнопку, держим долго, несколько секунд. Вообще пропадают надписи, то есть получается, что не работает. Выходы отключены. И вот он выключается сам автоматически. А вот, кстати говоря, он если постоит чуть-чуть, то автоматически отключается выход DC 12 вольт. Вот этот режим выхода DC погас через несколько секунд простоя. Так, вот это включатель, кстати говоря. Включатель напряжения на 220. Сейчас мы это проверим. У меня есть для этого зарядное устройство и пауэрбанк в качестве нагрузки. Так. Включили. Тут нагрузки никакой нет. Так, включаем Type-C. Да. Индикатор на пауэрбанке загорелся, значит пошла нагрузка. Идет 20 вольт поступает и 3 ампера. То есть идет 60 ватт. Ну, в принципе, да, блок питания этот, он больше, чем 60 ватт. Вернее, этот пауэрбанк не может больше, чем 60 ватт поглотить, поэтому все верно. Попробуем подключить теперь от зарядного устройства, которое сетевое у нас. Так, нужно, наверное, включить вот эту кнопку. Так, наверное, нажать. Да, он зашумел. Он зашумел. Да, вот пошло. Пошла нагрузка. 19,5, ну почти 20 вольт идет. 3 ампера. Ну, по сути, те же самые 60 ватт. Однократное нажатие ничего не дает. Если нажать подержать, да, 220 пропало. Прикольно на первый взгляд. Далее я потом, наверное, еще протестирую это более все подробно.
Ну, осталось, наверное, только еще взвесить его, сколько весит этот аппарат. Для этого я возьму весы, вот, и поставим. И весит он 3 и, грубо говоря, 0,4 килограмма. 3 кило 376 грамм. В принципе, аппарат достаточно легкий. Я тут вспомнил, что у меня еще вот есть такой тестер, при помощи которого можно проверить, какие протоколы здесь поддерживаются. Так, включаем. Kick Charge 2. Так. И отрубилась. Кстати, сгорается USB-A. Вот, но, видать, без нагрузки он не хочет работать долго. Нет, на третьем пропадает. Так, если так. Ага. Ну, получается, он отключает его, если нет нагрузки. Так, и еще можно проверить Type-C. Type-C PD у меня не будет работать без нагрузки, да. Вот у меня такой тестер. Ну, мы проверили только что до этого, что Type-C PD работает. Единственное, что здесь заявлено 100 Вт выход Type-C PD. У меня нет просто такой нагрузки, чтобы проверить. Ну что, есть еще вот такие у нас проводочки. Значит, это вот какая-то микросхема. Как она тут интересно включается. Резиновая заглушка. Но я не буду, наверное, сейчас. Хотя. Нет, вот она заткнулась. Но проверять я сейчас не буду, конечно. Очень сидит плотно. Мне вообще нравится то, что все разъемы плотненькие. Теперь, что касается вот этого преобразователя, который идет в комплекте, который втыкается в разъем прикуривателя. Здесь написано, что рассчитано на входное напряжение 12 или 24 вольта, выходное напряжение 5 вольт и 3 ампера. Ну, попытаемся узнать, что здесь у нас он выдаст прямо здесь. Включаем блок. Вот он загорелся. Воткнем тестер. И какие протоколы он поддерживает. Apple нет, BC 1.2 окей. Quick Charge 2 нет, 3 тоже нет. Я могу включить свой Powerbank, который у меня заряжен на 77%. Что он покажет здесь по напряжению и силе тока. Значит, 5 вольт примерно и 2 ампера дает. Ну или показать это на тестере вот так вот. 5,1 вольта и 1,9 ампер. Ну что, пожалуй, вот этот преобразователь для гнезда прикуривателя, пожалуй, это единственный как бы минус, что ли, можно назвать, слабое звено, потому что непонятно, для чего он с такими параметрами не поддерживает быструю зарядку, а в целом аппарат производит приятные впечатления, на первый взгляд, подчеркну. Характеристики, которые заявлены производителем, я приведу в описании под видео. Ну, первое впечатление от этого устройства, от этой портативной электростанции очень позитивное. Дальнейшая эксплуатация покажет,
какие здесь есть плюсы и минусы. Сейчас из-за недостатка времени я, конечно же, не буду производить замеры емкости, реальной емкости этого устройства. Но в дальнейшем я это обязательно сделаю. И даже, может быть, сниму видео. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу или выполню вашу просьбу по каким-то замерам. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем пока. И уже после того, как я снял это видео, я обратил внимание, что ни на самом устройстве, ни на коробке нигде нет упоминания, что производителем этого устройства является GK-Fly. Также нет никакого упоминания о производителе и на инструкции. Что здесь, что здесь. Здесь только технические характеристики. И только вот в этой маленькой бумажке говорится, как управлять джамп-стартером. И в конце говорится, что это производитель GK-Fly. Я написал о своих сомнениях продавцу, но он меня заверил, что все в порядке. Просто они не ставят лейбл производителя на аппарат. Вот и все. Типа все хорошо. Еще один момент, который меня смутил, это то, что в инструкции написано, что выход переменного напряжения 220 вольт обеспечивается мощностью 300 ватт, максимальный 340. Но в самом конце инструкции есть раздел «Советы». И в пункте 3 как раз говорится, что не рекомендуется подключать нагрузку больше, чем 150 ватт. По этому поводу продавец сказал, что это просто совет. Если подключать нагрузку до 150 ватт, то устройство прослужит дольше, и якобы это сделано в целях вашей безопасности. Ну, на мой взгляд, это какое-то мутное объяснение. И еще один важный момент – это то, что устройство поддерживает сквозную зарядку, то есть может одновременно и заряжаться само, и заряжать другие устройства. Но в пункте первом этих советов как раз есть такая рекомендация, что не стоит заряжать одновременно это устройство и подключать к нему нагрузку. В связи с этим у меня возникли определенные сомнения в надежности этого устройства. Но, как говорится, практика покажет. И совсем в завершении подключил холодильник к этому пауэрбанку. Вот. Питается. И выяснился один интересный, но немного неприятный момент. Смотрите. Включаю телефон на зарядку в один порт USB. Пошла зарядка. Включаю гирлянду в другой порт. Гирлянда заработала. Вроде бы все хорошо, но она гаснет. А гаснет она потому, что гирлянда кушает не очень много тока. Вот всего лишь 120 миллиампер. Вот сейчас она погаснет.